Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить очень сытное, ароматное и вкусное блюдо. Это говяжьи ребрышки, тушеные с овощами. Можно сказать, что это ченахи из говядины. Процесс приготовления не трудоемкий, так как предварительно я обжариваю только мясо с луком. Все остальные овощи нужно только нарезать. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. У меня сегодня вот такие замечательные говяжьи ребрышки. Сразу снимаю пленку со стороны косточек. Затем аккуратно подрезаю толстую пленку с мякоти. Вот такую тоненькую пленку я не трогаю. Разрезаю ребрышки. Вот такие кусочки у меня получились. Подготовлю лук. Я люблю нарезать его соломкой. Лука не жалейте. И морковь. Ее я нарежу кружочками. Остальные овощи я нарежу, когда будет готовиться мясо. Разогреваю в сковороде растительное масло и выкладываю ребрышки. Обжариваю их на максимальной мощности плиты до румяной корочки. Таким образом я запечатываю все соки внутри кусочка. Ребрышки обжарились. Перекладываю их в кастрюлю. А в сковородку отправляю лук и морковь. Не убавляю мощность и обжариваю до слегка золотистого цвета. Ребрышки подсаливаю. Добавляю черный молотый перец и хмели сунели. Перемешиваю. Лук с морковкой готовы. Перекладываю их к мясу. Добавляю еще пару лавровых листиков и вливаю воду. Она должна практически покрывать ребрышки. Довожу все это до кипения, после чего уменьшаю мощность плиты, накрываю крышку и тушу это примерно час-полтора до полуготовности мяса. Поэтому время регулируйте сами. У меня на канале есть рецепт грузинского блюда ченахи из баранины. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Пока готовятся ребрышки, я нарежу все овощи. У баклажанов отрезаю хвостики, разрезаю пополам и нарезаю кубиками. Только кусочки должны быть крупные, чтобы потом овощи в тарелке были видны, а не превратились в кашу. Конечно, вы при желании можете добавить в это блюдо и картошку, и у вас получится полноценное блюдо. Но в варианте, который предлагаю я, в качестве гарнира вы можете приготовить лапшу, картошку или, как я сегодня, отварить рис. У меня на канале есть видео, как правильно приготовить рис, чтобы он получился вкусным и рассыпчатым. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Баклажаны посыпаю солью, чтобы удалить из них горечь, и пока отставляю в сторонку. Сладкий перец разрезаю пополам, удаляю серединку и также нарезаю крупными кусочками. Красиво получается, когда перцы разных цветов, но главное, конечно же, вкус. У меня есть еще вот такие маленькие два перца, они совершенно не острые, но очень ароматные, поэтому я тоже нарежу их колечками. Перекладываю все в тарелку. Помидоры в зависимости от размера разрезаю на 4-6 частей. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Чеснок нарезаю как можно мельче. Рублю зелень. У меня петрушка, укроп и кинза. И остался острый перец. Разрезаю его, удаляю семена и мелко нарезаю. Остроту, конечно же, регулируйте по своему вкусу.
Овощи нарезаны. Промываю баклажаны от соли и отжимаю их. У меня прошел 1 час 20 минут. Я буду закладывать овощи слоями. Первые идут баклажаны. Подсаливать я их не буду, а посыплю черным молотым перцем и хмели сунели. Затем выкладываю перец и помидоры. Добавляю соль, молотый перец и хмели сунели. Добавляю около стакана воды. Больше не нужно, овощи дадут сок и жидкости будет достаточно. Накрываю крышкой и варю около часа. У меня на канале есть рецепт очень вкусной говядины в овощном соусе. По такому же принципу можно готовить и говяжьи ребра. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Прошло 50 минут. Посмотрите, сколько сока в кастрюле, и овощи и мясо уже готовы. Аккуратно все перемешиваю. Самое время пробовать соус, и если нужно, то добавить специи по вкусу. Мне не хватает соли. И еще немного хмели сунели. Осталось добавить чеснок, острый перец и зелень. Провариваю еще 10 минут и готово. Вот такая красота получилась. От аромата уже текут слюнки. Рис я положила в пиалу, накрываю ее тарелкой и переворачиваю. Получается аккуратная горка. Вокруг выкладываю мясо с овощами и обильно поливаю соком. Немного зелени сверху. Готово. Для такого ужина мне сегодня понадобилось 1 килограмм говяжьих ребер, 5 штук баклажанов весом 800 граммов, 3 сладких перца весом 650 граммов, 3 луковицы вес 400 граммов, 1 морковь 200 граммов, 800 граммов помидоров, 3-4 зубчика чеснока, укроп, петрушка, кинза, соль, молотый черный перец, хмели сунели и лавровый лист. И вот такая вкуснотища получилась. Отличное блюдо для обеда или ужина. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд из говядины смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!